Каждый месяц я на наших партнеров за рубежом отправляю прайс-лист. А так как прайс-лист этот русскоязычный на кириллице, мне необходимо добавить в эти колонки, которые я создал, Product и Collection, продукт, название изделия и к какой коллекции он относится, ставить английские названия. Для этого я использую функцию WPR. Сейчас я вам покажу, как она работает. Допустим, здесь напротив кириллицы на русском языке, вот тут я должен ставить на английском языке. Есть лист, на котором уже заранее были переведены названия на русском языке и названия, которые соответствуют на английском языке, и по коллекциям. Классические коллекции, мода, фэшн, бесшовная, seamless и так далее. Как я это делаю? Равно WPR. Двойным кликом подтягиваю. Ищу вот эту ячейку. Точка, запятой. Вот в этом массиве в первой колонке. Точку, запятой. И если я ее нахожу в первой колонке вот тут, то мне нужно подставить, что соответствует ей во второй колонке. Поэтому ставлю цифру 2. Точку, запятой. Ложь. И вот. Вот видите, то есть он нашел первую колонку вот в этом массиве, тоже в первой колонке, и подставил значение второй колонки, вот этой, вот сюда. И все то, что мне нужно сделать, это распространить вот эту формулу на все нижние строки. Я иду на вот этот уголок, на крестик, и двойным кликом распространяю формулу на ниже следующие строки. Вот он подтянул, что бюстгальтер это бра. Если мы пойдем дальше, полуграция, то есть он нашел каждое значение. Бывает новенькое что-то у нас появляется, но новая продукция. Вот в этом списке еще перевода нет, поэтому я просматриваю, появилось тут что-то или новое. Обычно можно сделать, знаете, вот так вот раз, и нет данных. Вот, нет данных. Интересно, посмотрим, что такое. Убираю галочки и оставляю нет данных. На что вот вкладыши бельевые. Я в этом случае делаю как? Копирую, иду на табличку Google переводчик, вставляю вкладыши бельевые, и на английском языке это будет Linen Inserts. Копирую, иду вот сюда и вниз списка вот сюда вставляю. А здесь у меня должно быть вкладыши бельевые. Копирую и сюда тоже вставляю. И смотрите, сейчас там появится перевод. Перевод появился. Вот эти нижние строчки нам не нужны, nd-шки. Когда я беру проверочку, видите, nd-шек здесь уже нету, нет данных. Поэтому опять оставляю галочки и раскрываю список. Для того, чтобы нам оставить эту информацию, написанную в буквенном значении, я должен отсюда убрать формулу. Соответственно, я копирую и ее сохраняю как числовые значения. Все, вы видите, у нас это все преобразовалось просто в текст. Повторяем упражнение для коллекции. Коллекции у меня отображены во втором массиве данных. Вот он. Сейчас мы это сделаем. Равно WPR. Двойным кликом ищу эту, точка, запятой, вот в этом массиве, точка, запятой, нахожу первую буквенное значение на русском языке и подставляю второе, значит это будет вторая колонка, точка, запятой, ложь, и закрываю кнопкой ввод. Все, видите, здесь пусто, она не нашла ничего, но я опять распространяю эту формулу на нижние строки традиционным двойным кликом. Смотрим, чего у нас. Вот есть nd-шка, есть. Проверяем nd-шку. Вот. nd-шки есть, они нам не критичны, потому что это не коллекции. Названий коллекции нету, их не надо переводить. Это я тогда удаляю, что мне не надо. Возвращаю галочки на все значения коллекций.
выделяю колонку, копирую, и для устранения вот этих формул, которые здесь введены, копирую как числовые значения. Все, видите, вот у меня все переведено. Таким образом, при помощи функции VPR я очень быстро могу добавлять данные на нужном мне языке, могу даже китайский добавить, могу там любой язык. Таким образом, я русскоязычный прайс-лист преобразую в интернациональный на различных языках, которые мне нужны. Спасибо.